Всем привет! В этом обзоре я хочу рассказать о том, как просто заточить ножи, ножницы, другие режущие предметы и инструменты. В этом нам поможет новинка от компании Ruxin. Универсальная точилка для ножей с поворотной головкой. Я долго выбирал точилку именно для новичков и остановил свой выбор на этой новинке. Почему я так сделал, почему она все-таки затачивает ножи, я расскажу в этом обзоре. Варианты комплектации у продавца аж 14 штук. Можно выбрать даже просто точилку без кейса и камней. Это самый дешевый вариант. Я выбрал решить комплектацию с кейсом и дополнительными камнями. Камни продавец очень надежно упаковал. Все пришли целые и невредимые. В целом к упаковке товара продавец очень подходит ответственно. Я начинающий точильщик, поэтому выбрал вот такой набор. 4 алмазных камня зернистостью 240, 400, 600, 1000 грит. Как по мне, этого с головой хватит для заточки кухонных ножей, которые используются каждый день. Толщина рабочей поверхности довольно тонкая. Но, судя по отзывам, такие камни могут ходить очень долгое время. 3-4 года. Значение зернистости находится на верхней рабочей поверхности. Но я не уверен, что оно не сотрется. Поэтому рекомендую нанести значение перманентным маркером на заднюю пластиковую часть камня. Размеры рабочей поверхности 153 на 23 и толщина 8,4 мм. Для заточки, так сказать, для души комплект водных камней. С зернистостью 180, 400, 1500, 2000 и 3000 грит. Размеры рабочей поверхности 150 на 20 и толщина 9,3 мм. Кроме этого, для полировки 2 камня водных на 3000 и 5000 грит. Значение зернистости находится на наклейке в задней части. Также рекомендую продублировать маркеры. Размер рабочей поверхности 150 на 20, толщина 9,5 мм. И для окончательной полировки камень и паста Гои. Камень с кожей и паста Гои. Размер рабочей поверхности 150 на 21, толщина 7,2 мм. А вот пасты Гои хватит, наверное, еще внукам. Тут продавец не поскупился. Все камни приклеены к довольно толстому пластиковому основанию, которое по краям имеет выступы для крепления в механизме точилки. Кейс для хранения и транспортировки выглядит достаточно бюджетненько. Пластик мягкий, но присутствует как бы двойное дно. Внутренняя и внешняя часть разделены. Защелки выполнены из прочного пластика. Тут скорее сломаются ушки крепления. Но так как нагрузки на них особо нет, я думаю, что это им не грозит. Внутри кейса у каждой детали свое место. При транспортировке ничего не выпало из своих посадочных мест. Для хранения и переноски кейс вполне сгодится. В комплект поставки входит сама непосредственно точилка с струбциной. Винт у нас зажимается, резиновая присутствует. Ну, возможно, вы захотите, чтобы сюда еще резинку какую-то, чтобы не царапала стол. Почему выбрал я именно такую модель? Сейчас объясню, как для новичков. Во-первых, если взять предыдущие модели, то, допустим, 8-ю версию, здесь было единственное полностью закрытый держатель для ножей, фиксатор. И сложно было, как по мне, сложно было бы, допустим, точить маленький нож. Здесь при необходимости мы можем точить самый большой ножище. Просто расширяем губки. Либо же вообще снять одну и точить маленький ножик какой-то перочинный, ножницы маникюрные. Ну, это при должной сноровке. Но самое важное для меня что было? Потому что есть более дешевые модели, проще. Самое важное для меня, как для новичка, была поддержка угла. То есть, соответственно, если мы переворачиваем на 180 градусов, угол сохраняется. Мы это сейчас проверим. Но также можно выставить и вот таким образом точить. И, соответственно, развернуть вот таким образом. Корпус цельнолитой, по ходу силюминовый. Потому что, в принципе, все остальное тут уже металлическое. Тут такая относительно силюминовая вещичка. Сейчас мы разберем, посмотрим. Эти губки, удерживающие для ножей и оборудования, снимаются, выставляются и зажимаются. Они тоже, насколько я вижу, литые. Зажимается вот этим винтом, ключ находится в комплекте. Также в комплекте находятся резиновые штучки. Мы надеваем. Я, ребят, не знаю, насколько будет влиять резина на то, что мы, допустим, сдавим, не сдавим. То есть, какой-то части она будет больше прилегать, какой-то меньше. Если будет
плохо, то можно снять и, в принципе, на торец ножа нанести просто какой-то малярный скотч или там даже банально ту же изоленту. То есть степень сжатия резины может быть разная, но это я так, начитавшись умных книг. Эта штуковина, резинка у нас тоже снимается. В принципе, отливка неплохая, не идеальная, но неплохая. В моем случае люфта нету вообще. Нигде ничего не двигается, не постукивает. Все практически идеально. Если у вас появится люфт, да, в конце видео, если вам придет с люфтом, я покажу несколько доработок, как можно его устранить вообще. Как оно, принцип действия. Выкручиваем заднюю винт, удерживая пальцем, потому что там пружина. Не держал. Пружина. Можно, кстати, брызнуть силикончиком. И сам шток. Шток отодвигается. Задняя часть у нас не двигается и заходит в губки. Соответственно, если где-то будет литье не очень, так сказать, то будет люфт. У меня никакого люфта здесь нету. Ничего не считается. Идет у нас ручка для камней. Имеет приятный soft touch. Пластиковая. Да, пластиковая. И, я так подозреваю, алюминиевая. Здесь у нас такая вот выемка для нашего камня. Вставляем камень, подпружиненная. И еще дополнительно вот так вот фиксируем. И чтобы уже точно никто никуда не убежал, фиксируем винтом зажимочным. И далее сюда вставляем металлическое полностью. Хочу обратить внимание на то, как сделали, как бы круглые, которые части должны быть, сделали на треугольником. Почему? Чтобы было, насколько я понимаю, намного больше сопротивления. Зажимаем винтом и получаем 3 точки контакта с нашей круглой поверхностью. Соответственно, сила трения не позволяет нам сдвинуть куда-либо. Вот винтик в комплекте. Соответственно, я неправильно немножко собрал, но ничего. Тоже покажу небольшую доработку. Вот так это выглядит и позволяет нам работать с камнем, натачивать наши инструменты. Еще одна штанга для выставления угла. Тоже имеет основную часть и страховочную, так сказать, чтобы не сбилось ни в коем разе, угол не ушел. То есть сначала выставляем основную часть, потом поднимаем и подкручиваем. В случае необходимости, вот мы задали какой-то угол, да, и если нам надо нивелировать толщину камня, если камни у вас с разной толщиной, мы можем, не откручивая вот эту штуковину, ух ты, как зажали, работать непосредственно вот с этим подшипником, держателем подшипника. Подшипник у нас интересный, имеет вот такую вот структуру, то есть свободно в горизонтальной плоскости вращается. Эта штуковина у нас для того, чтобы мы не кидали куда-то наш камень, а вешали. Сейчас покажу более подробно. Эту бабочку поднимаем на максимальный верх, выкручиваем вот этот вот винтик, фиксируем нашу точилку к столу. Единственное, немножко плохо, что все будет сыпаться на пол, поэтому, возможно, надо будет придумать какую-то, что-то типа небольшой площадки, либо подстилать на пол что-то. Вкручиваем нашу штангу вертикальную и зажимаем ее, чтобы она не двигалась. Теперь устанавливаем штангу и к ней прикручиваем нашу ручку с камнем. Все. И у нас тут уже есть ограничитель. Вот эта штуковина у нас нужна, чтобы подвесить при замене камня. Либо просто, когда вы проверите нож, будете проверять. И вот принцип. Но видите, я покажу доработку. Вот оно постукивает. Мне это не нравится. Будет дальше доработочка. Все, теперь все, что нам нужно, это точить. Покажу еще по поводу люфтов. Вот вообще нету, стол шатается, да.
А люфта этой штуки у меня нет. Если есть, доработку будем смотреть дальше. Сразу говорю, ребята, это моя первая точилка, первая заточка. Я не профессионал в этом деле. Только насмотрелся умных видосов, начитался. Поэтому, если я что-то делаю не так, сразу же прошу меня извинить, дать коммент под видос. И поэтому это будет самый старый мой нож, первый, так сказать. Я на нем буду тренироваться. Ну и, соответственно, буду показывать вам. Вот так мы закрепили нож. Все отлично. Теперь надо измерить угол. Для этого у нас инструкция есть, но здесь точилка, видите, RX08. У меня 009. Вот про что я и говорил, что нож сжимается здесь вот этой всей плоскостью. И маленький нож будет, как по мне, проблематично заточить. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но все-таки, наверное, 0,09 будет получше. То есть нам сначала необходимо измерить угол наклона самой плоскости. И потом выставить нужный нам. То есть в данном случае будет 15. Если здесь будет у нас 3 градуса, значит будет 18. Итого по 18 на сторону или 36 для заточки. И, кстати, еще одно отличие. Здесь уже металлический шарик, насколько я понял. Потому что в прошлый RX08 он тут был пластиковый. Проверим, будет ли угол наклона одинаковый во всех случаях. 15,6, 15,7 в данном случае. Переворачиваем наш ножичек. Ну, как видите, 15,8, 16. То есть на 0,4 градуса. Вот, правда, если чуть-чуть переместить, на 0,3 градуса, на 0,2. Ну, то есть в одной десятке. Поэтому для новичка, я думаю, что нормально. Если там, конечно, суперпрофессиональная, для идеальных там ножей, наверное, не подойдет. Ну, я просто еще раз не уверен, что вот эта десятая каким-то образом повлияет. Вот 16,0, 16,1. Давайте еще раз примерно запомнил, где у меня было. Так. Ну вот 15,8. 2 десятки. Даже 15,9. Ну, телефон, конечно, это не супер угломер. Продается специальная, ссылка будет под видео. Ну, 0,2, не знаю. Как по мне, да, вот нормально. Потому что я, ну, наверное, не буду заморачиваться. А может и буду, не знаю. Посмотрю, не буду загадывать вперед. Мне для заточки кухонной ножи, инструментов, каких-то ножниц. И я не думаю, что 0,2 сыграют какую-то свою роль. Проверим, какой максимальный и минимальный угол наклона у нас может дать наша точилочка. Сбрасываем, калибруем здесь на 0. Минимальный угол, вот максимально я так выставил. Вниз опустил, насколько мог. 14, может быть, давайте еще чуть-чуть меньше попробуем. Чтобы она не касалась, вот, да, чтобы не касалась губок. То есть на самый край ножичек и где-то 11, ребята. Возможно, если еще чуть-чуть подвинуть, можно и 10. Ну, угол 11, а максимальный угол наверху у нас будет в районе 42 градусов. Попробую заточить свой первый нож. Вот выставляю 15,2. Фиксирую. Так, установили угол наклона. 240 грит поставили. Я новичок, точить буду только пока лазерными камнями. Я нанесу маркер, чтобы знать, какую плоскость я уже отработал, какую нет, насколько я... Но тут все приходит, как сказать, с заточенными ножами, с опытом. Поэтому, возможно, у меня сейчас вообще ничего не получится. Делаю я это первый раз. Чем больше вы будете переворачивать чаще, насколько я понял, тем некачественнее, тем даже, наверное, лучше будет заточка. Я меняю камень, ой, не тот,
Не тот, простите. Меняю камень на другой. Это все просто. С 240 перехожу на 400. Хопс. И подвинчиваем. И повторяем те же самые возвратно-поступательные движения. Да, интересная работка, но сразу я не зафиксировал до конца вот эту штуковину. И вот здесь вот надо было выставить более другой размер, все-таки под нож, потому что я этой штуковиной бился. Но это мои такие недоработки, я же еще раз говорю, я полный новичок, делаю это с вами первый раз. Меняем камень на 600. Здесь даже в самом конце не было заточено с завода, я тут сейчас постараюсь, так сказать, сделать лакшери. И 600 камнем поехали. Изменился звук уже такой. Чувствуется, что другой камень. Более мягче он стал. Тысяча следующий камешек уже. Потом еще попробую даже полирнуть. Просто интересно. Не знаю, правда, что надо почитать, надо ли мочить именно те полировочные камни. По-моему, нет. И тысячная. Тут уже можно не так часто переворачивать. В идеале часто переворачивать на задирочном, на 240 и на 400. То есть даже так, вплоть до того, что провели разик, два полирнули. Ой, перевернули. Немножко задумался, разнервничался. В общем, забыл сказать, что после каждого смены камня на более, так сказать, высокую гридность желательно протирать нож, чтобы у вас частицы металла не попадали. Попробую 3000 камень. Тоже пока не разобрался, надо мочить, не надо, но если не надо, то ладно, а если вот надо, то я лучше намочу. И погнали. Звук вообще поменялся. Единственное, что, видите, я делаю неправильно, я откладываю точилку, а не делаю вот так, потому что сбивается сразу же у нас угол, может сбиться из-за того, что она будет выгнута. Надо за этим смотреть и наблюдать. Вот так вот этот камень у нас выглядит. Ну, ребят, 5000-ник не буду банально портить, попробую кожу. Кожей, только кожей надо в одну сторону всегда. Носим пасту Гои. Закрыли. Хопс. И тут уже все в одну сторону. Что ж, ребята, я впервые, наверное, так полупрофессионально, не на обычных камнях, которые там 200-400 или 240-600 под наклоном на глаз, наточил нож. Я давно об этом думал, ножей все-таки много и достаточно качественные ножи. Что ж, вот наш
нож. Под микроскопом я, естественно, рассматривать ему не буду никогда. Это не мой, не люблю, ну, не такой я фанат ножей, но кромка острая. Нож хоть и дешманский какой-то непонятный, но он реально острый. Ну, все зависит еще, понятно, от стали, от ее качества, жесткости и прочее. Ну, давайте попробую меня побрить. Волосы немножко жалко. Вот, смотрите. Вот, камера, не знаю, видит, не видит. Но он бреет. Это я заточил нож вместе с вами онлайн. Стоя тут немножко в неудобных позах. Но я полный профан, я полный новичок в этом деле. Я только посмотрел видео, посмотрел, почитал, что это делать. Тесты на бумаге. Тут порвал, согласен. Я в откровеннейшем восторге, честно. Я буду читать, какие нужны там углы и прочее. То есть вы тоже можете посмотреть. Оптимально, наверное, для кухни это в районе 30, 40, даже 30, 36, наверное, 35 градусов пусть будет. Этот у меня получился 16-32, где-то так. Но, в принципе, сел за вечер, переточил все ножи. Жену предупредил, что может быть бобо. Я доволен, честно. Я не ожидал, что у меня с первого раза что-то вообще получится. Если учесть, что я кучу сделал неправильных действий в видео для новичка. У меня есть еще один, это мой мясной, так сказать, любимый нож. Я еще на нем потренируюсь сейчас буквально. Но уже не под запись, потому что это достаточно тяжело и делаешь много ошибок. Уже не побоялся я использовать 5000 брусок. Но тут этот нож тоже у меня тестовый, так сказать. У него немножко загнут носик, и он немножко начал его царапать. Мне это не понравилось. Ну вот, кромка ножа. Ну, как по мне, так... Как по мне, супер. Без проблем вообще. Мелкий-мелкий, очень острый нож, видно. Поверхность блестит, не знаю, передается вам видео или нет, но кромочка очень красивая. Даже обычный нож мясника, так сказать, позволит вам без проблем снять микрокожуру с яблочка. Почти как в волосинку. Короче, ребят, я честно очень доволен. Я еще раз говорю, я новичок, я профан в этом. Но вот именно для новичков пока могу рекомендовать. Мне очень нравится. Я люблю острые ножи, но не люблю их точить. А тут я уже и люблю их точить, потому что получается очень классно. И напоследок у меня, ребята, есть нож, который я своими неправильными действиями превратил не в нож, а в пику. Он острый вот здесь вот. А здесь он тупой. Вот. Я по нему пальцем провожу. То есть это, по идее, фруктовый ножик, но, короче, он настолько тупой, что он просто отгрызает куски, но не чинит. Я попробую его поправить, чтобы он был идеальным. И вот для такого маленького ножика как раз и пригодится то, что я выбрал эту точилку с возможностью съема лапок. Или губок, как хотите их называть. Устанавливаю кромку. И, в принципе... Спустя минут 15 я уже играюсь. Угол я вывел, в принципе, уже вот сейчас 400-й камень. И, в принципе, нож уже достаточно острый. И теперь из разряда было, стало. Да, он, конечно, не такой идеальный, как если бы у него был уже изначально правильный угол. И потом его просто подправить. Но мне полностью удалось сделать ему новый угол. Где-то 32 градуса, 16 на 16. И если вы видели, как в прошлый раз он резал яблочко, давайте порежем яблочко сейчас. Главное не отрезать себе пальчик. То есть это у нас рабочий полностью ножик, который я хотел выкинуть, но я его смог довести до ума. Видите, минимально кожуру даже снимает. Давайте нарежем слайсами. Без проблем.
Немного, видите, хуже, чем те ножи, которые я затачивал, но в целом тоже уверенно все это делает. Я думаю, что через пару-тройку заточек у него вообще будет идеальная кромочка, потому что вот здесь немножко осталось, я уже не смог, не устал просто делать и здесь, потому что разные углы были, сильные заточки. То есть иначе вообще можно было нож еще меньше сточить. Но думаю, со временем он вообще приобретет идеальный угол и будет вполне работать как не хуже других. Хотя и сейчас вообще, ребят, то есть вообще без никаких проблем. То есть это по сути картофелечистка. Друзья, по поводу доработок, которые я говорил. Если у вас появился или сразу же при покупке есть небольшой люфт вот в этой части, разбираем и на ось заднюю вставляем либо пластиковую такую вот штуковину, диаметр здесь 10,1 примерно, здесь 15,2. Ну, если это пластиковая, можно будет потом наждачкой чуть сточить. Ширина где-то около 3 мм. А ближе уже к самому концу, то есть вот сюда, то есть вставили, засунули, затянули пружину, надеваем вот такое колечко, где-то около 6 мм толщиной, с теми же параметрами. И скручиваем. Все, люфт уйдет. Либо же в заднюю часть вставляем пружинку, в заднюю часть вот такую вот втулочку 10×15, ссылка я дам под видео. И затягиваем то, что шла в комплекте. Пружина будет чуть-чуть, конечно же, сильнее, но люфт этот уберется. Еще одна из доработок. Вот мне не очень нравилось, когда я бился прямо вот сильно ударялся. Мне это не нравилось. И оно плюс сбивает положение нашего подшипничка. Берем мягкую пружинку. Где-то ставим, под свои предпочтения. У меня вот есть одна мягче, одна тверже. Вот сюда я, допустим, поставлю помягче. Все, вот я уже чувствую ограничения. Тут, соответственно, надо будет выбирать, нужна ли она вообще будет. То есть, если вы работать будете мокрыми камнями, то там с ними желательно по всей поверхности проходиться. Я пока не научусь, буду работать алмазными. И на заднюю часть тоже ставим пружинку. Выставляем куда? Вот сюда. И, соответственно, вот у меня такой тяни-толкай. И сразу немножко даже улучшается качество, по крайней мере, приятность работы. Спустя неделю использования, ребят, хочу сказать, я очень доволен. Я переточил все ножи. Единственное, еще пока чего не брался, это ножницы, потому что их очень быстро можно испортить, а привести в нормальный вид будет уже сложно. Я хочу потренироваться, купив там какие-то очень дешевые, попробовать. Но ножи я все переточил, причем что я на самом деле ни разу этого не делал. Все отличные ножи, жена довольна. Единственное, что жена говорит, что реально они очень острые. Сразу надо предупреждать, ножи острые. То есть можно порезаться просто на раз. И при покупке меня спрашивали на телеграм-канале, чтобы ты не покупал, какой бы ты комплект выбрал. Ребят, я бы не брал, наверное, водные камни. Почему? Потому что для новичка вы будете работать, допустим, если только вот этой поверхностью, то есть чуть-чуть, то она вот здесь вот будет больше выработка, чем вот здесь. И потом, если вы начнете работать полностью поверхности, эффект линзы, то есть угол немножко собьется. Это, конечно, не знаю, насколько критично. В принципе, можно поправить этот же будет угол с помощью алмазного нашего камня. Но на самом деле намного проще брать все 4 алмазных камня и потом взять больше гридность. Вот до 5000, не знаю, 5000, ребят, уже в принципе можно смотреться в кромку. Я не думаю, что для домашних целей это вообще даже, просто чисто вот как фетиш какой-то. Вот классно ты сделал, кромочку навел, в нее можно смотреться, ты работой удовлетворен. Из коробки все нормально работает, угол держит как при перевороте. И не знаю, я доволен. Если остались вопросы, задавайте их внизу под видео. Обязательно подписывайтесь на канал, для меня это важно. Также внизу под видео вы найдете все ссылки на товар, доработки. И также там же будет телеграм-канал, ссылки на социальные сети. Ну и всем всего хорошего. Пока-пока. Острых вам ножей.